Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 28 февраля, сегодня среда. Обращаем ваше внимание, сегодня тот день в году, когда вам в вечернее время, именно после захода солнца, вам нужно открыть дверь и сказать определенные слова. Вам нужно пригласить в свой дом изобилие, достаток и благополучие. Давайте, друзья, далее все более подробно разбираться в этом видео. Что же он нам несет, а также на какие моменты и события вам стоит обратить внимание. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 28 февраля, сегодня у нас с вами среда, предпоследний день февраля. И, конечно же, мы с вами завтра, 29 февраля, встречаем высокосный день. Но об этом мы уже говорили в видео, обязательно посмотрите у нас на канале. Ну а сегодня у нас с вами убывающая луна, убывающая в знаке зодиака Скорпион. Обращаем ваше внимание, что сегодня 18-е лунные сутки, и обращаем ваше внимание, что сегодня период интенсивных эмоциональных изменений у людей и глубокой трансформации. Обращаем ваше внимание, что Скорпион — это тот знак зодиака, который связан со страстью, силой и с нашими чувствами и эмоциями. И, что немаловажно, именно сегодняшний день и знак зодиака, хоть он и в убывающей луне, но может подтолкнуть нас к решительным действиям и к принятию самых сложных и тяжелых решений. Но эти решения в будущем вы поймете о том, что вы их приняли верно и правильно, потому что Скорпион, он все-таки такой вот ответственный, мудрый и пытается понять и разобраться. И вот сегодня эти решения, которые вы примете, возможно, вам будет сложно это сказать, сделать, донести, но в дальнейшем вы поймете, что вы это сделали правильно. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день будет насыщен эмоциями, и многие будут чувствовать себя более чувствительными, и если будут происходить какие-то, возможно, ситуации, вы на это будете реагировать очень-очень эмоционально. Сегодня очень хороший день, друзья, чтобы освобождаться от старых привычек, от отношений, от каких-то обстоятельств, которые больше не служат вашему благополучию. Именно не служат, они не приносят вам радости, удовольствия, вы не понимаете, зачем это вам надо. И поэтому сегодняшний день — это день переосмысления и разработки новой вашей жизни. Знаете, вот мы сегодня говорили в начале видео о том, что вам сегодня вечернее нужно время открыть свою входную дверь. И неспроста, потому что вы в этот вечер можете пригласить в свою жизнь вот то новое, которое вам нужно на данном этапе вашей жизни. Кроме того, старайтесь сегодня подумать о том, что вам нужно изменить в своей жизни. Не обязательно это должно касаться денег, это может касаться даже каких-то мелочей. Ну, например, что вам пора, например, свое рабочее место перенести в другое место, или, например, возможно, вам стоит затеять ремонт или еще что-то. Друзья, у каждого это будет свое. Также обращаем ваше внимание, сегодня очень важно понимать и осознавать, что вам нужно подумать о том, почему вы это делаете, почему вы так поступаете, какие у вас есть желания, потому что это может привести к новым открытиям и к пониманию себя. Это очень важно. Конечно же, в этот день есть определенные опасности, и когда вы знаете об этом, вы, соответственно, можете по-другому на это все реагировать. Дело в том, что сегодня могут возникать спонтанно конфликты, ссоры, скандалы или какие-то ситуации могут происходить, которые будут требовать от вас глубокого понимания и разрешения. Если у вас сегодня возникла какая-то конфликтная ситуация, не заводите ее в тупик, не старайтесь раскручивать ее в негативном русле. Наоборот, постарайтесь остановиться и понять, почему же это происходит и что вы должны сделать. А вы должны остановиться и ни в коем случае не двигаться
негативном русле, оно вам не нужно. Помните о том, что наша злость, наша обида, она ни к чему хорошему не ведет. Только вы больше каждый день внутри себя ее, знаете, как то раковая опухоль, она увеличивается, увеличивается, и вы находитесь в не очень хорошем состоянии. Это влияет на ваше здоровье, на ваши мысли и так далее. Поэтому отменяйте это, не разрешайте этому быть в вашей жизни. Кроме того, у людей сегодня могут проявляться какие-то тайные страхи, а это может приводить к внутреннему напряжению и дискомфорту. Поэтому обязательно не разрешайте, чтобы какие-то страхи, какая-то боязнь мешали или не разрешали вам двигаться дальше. Обращаем на это ваше внимание. Некоторых людей, сегодня некоторые люди будут, к сожалению, достаточно раздражительными, вспыльчивыми, и это также будут приводить к определенным конфликтам или к неприятным ситуациям. Поэтому сегодня в этот день очень важно, чтобы вы занимались глубоким преобразованием, думали о том, как вы можете изменить себя, как вы можете управлять эмоциями. Да, это очень сложно, не все всегда это могут делать по разным причинам, но помните о том, что вы творец и создатель своей жизни, только вы можете повлиять на те или иные моменты. Далее, друзья, уделим внимание лунному календарю здоровья. И вы знаете, сегодня, в период убывающей Луны, 18-е лунные сутки, наш организм достаточно эффективно усваивает пищу. Поэтому сегодня отличный день для очищения организма, для детоксикации. Кроме того, постарайтесь, чтобы ваше сегодня было питание направлено на поддержание здоровья именно пищеварительной системы и выведения токсинов. Самое простое: используйте смузи или своеобразные такие вот пюрешки, сделанные из овощей, например, того же шпината возьмите, например, киви, возьмите яблочко, все это мелко порежьте и сделайте такой вот микс-салат себе и скушайте. Она очень-очень помогает. Кроме того, вы знаете, что у нас сейчас уже конец февраля, начало марта, витаминчиков не хватает, поэтому, пожалуйста, уделяйте хотя бы чуть-чуть каждый день внимания своему здоровью. Не забывайте и о физической активности. Хотя бы пару упражнений. Вы много можете увидеть в интернете различных упражнений, но вы должны найти те, которые будут подходить к вам. Не обязательно заниматься час, 2 или 3, буквально даже пару минут. Представьте себе каждый день по пару минут, и это уже поможет вашему телу, потому что многие люди, к сожалению, не занимаются ни спортом, ни ходьбой, и это приводит к застоявшемуся многим процессам. Поэтому проводите сегодня определенные упражнения, разные, хотя бы самое простое. Берите, шагайте в своей квартире, хотя бы сделайте 100 шагов или поднимайте руки. Не можете 100, начните с 10 и в течение месяца увеличьте, например, до 50 или до 100. Если вы уже сейчас не можете это делать, подумайте о том, а что же вы будете делать дальше. Поэтому пробуйте. Иногда это будет сложно, будет задышка. Многие сейчас скажут: ой, у меня давление, я задыхаюсь и так далее, и так далее. Начните с малого, но каждый день по чуть-чуть. И вы увидите, как через месяц, через 2, как вы себя будете чувствовать. Вам даже через полгода, если вы в один день не сделаете какие-то упражнения, даже вот эти пару минут, вы будете чувствовать, что вам без этого прямо не хватает. Также обращаем ваше внимание, сегодня уделяйте внимание своим эмоциям, своим чувствам, не разрешайте негативу присутствовать в вашей жизни. Кроме того, в этот день, 28 февраля, обязательно уделите внимание качеству вашего сна и отдыха. В вечернее время обязательно создайте спокойную атмосферу в вашем спальном помещении. Старайтесь избегать сегодня стрессовых ситуаций перед сном и попробуйте расслабляющие практики, медитации, как вариант теплую ванну. Это поможет вашему организму восстановиться. Помните о том, что наше тело – это все. Также сегодня обращаем ваше внимание, сегодня возникают сильные эмоциональные чувства, эмоции, которые могут привести вас к стрессу и к напряжению. Поэтому будьте осторожны,
чтобы не поддаться негативным мыслям и эмоциям. И уделите внимание, постарайтесь своему внутреннему состоянию. Что же касательно лунного календаря денег, то обращаем ваше внимание, в этот день вы сами для себя, возможно, даже неожиданно можете найти какие-то финансовые решения или найти, как вы сможете справиться с теми или иными ситуациями. Вообще, сам по себе Скорпион управляет ресурсами, включая деньги и материальные ценности. Поэтому этот период может быть временем для изменений именно в финансовой сфере. Девочки и мальчики, прямо сейчас ставьте лайк, а в комментариях напишите «Я богата» или «Я богат». Таким образом, вы сможете запустить финансовый поток в свою жизнь уже прямо сейчас. Еще раз, «Я богатый» или «Я богат». Можете написать еще какие-то определенные слова, но тем самым главное запустить финансовый поток, друзья, в свою жизнь. Это очень важно. Поэтому сегодняшний день будет способствовать решению тех или иных финансовых вопросов. Возможно, вам нужно пересмотреть свои какие-то финансовые стратегии, освободиться от ненужных расходов и перераспределить свои ресурсы. Обращаем ваше внимание, что у каждого это будет своя какая-то важная ситуация. Теперь, друзья, посмотрим на карту Таро, которая выпала у нас на этот день с вами 28 февраля. Эта карта, друзья, рыцарь Пентаклей. Эта карта у нас с вами ассоциируется с практичностью, с трудолюбием и стремлением к материальному благополучию. И вы знаете, сегодня именно эта карта нам говорит о том, чтобы мы уделили особое внимание своим финансовым делам. То есть уделили внимание на работе, научились у нее планировать какие-то финансовые цели. Кроме того, старайтесь чувствовать себя мотивированными и решительными для достижения вашего материального успеха. Помните о том, что кроме вас никто никогда не сможет достигнуть успеха или тех целей, или задачей. Также сегодня прекрасный день для того, чтобы подумать о том, что вам пора рассчитаться с долгами, рассчитаться с какими-то кредитами. У каждого это будет своя ситуация. Кроме того, очень важно, чтобы вы в этот день проявляли здравомыслие в ваших действиях. Поэтому используйте энергию этого дня рационально и подходите мудро к любым финансовым вопросам. Избегайте рискованных решений и, пожалуйста, в этот день, 28 февраля, принимайте только осознанные шаги для достижения ваших целей. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 28 февраля, друзья. И сегодня Архангел Михаил говорит нам о том, чтобы мы были сильными в своих убеждениях. В этот день нам важно стоять за свои убеждения и ни в коем случае не отступать перед теми препятствиями, которые могут проявляться в вашей жизни. Очень важно, чтобы вы были смелыми, мудрыми, терпеливыми и держите веру в себя и в свои способности. Также обратитесь сегодня к внутреннему свету, к своей мудрости, которая живет внутри каждом из нас. В этот день возможно получение какой-то важной информации. Также возможно приходить понимание тех или иных ситуаций, которые вам нужно в ближайшее время осознать, понять и действовать. Также обращаем ваше внимание, сегодня высшие силы могут вам послать подарок. Подарок — это может быть все, что угодно, начиная от знака, от Вселенной, но судьбоносный знак, до каких-то материальных благ. Поэтому ваша задача сегодня с любовью принимать все то, что может приходить в вашу жизнь. Обращаем ваше внимание. Видите, даже Архангел Михаил дает вот такую вот важную каждому из нас подсказку. И, друзья, сегодня вечером, в любое время, когда вам будет удобно, что вам нужно сделать? Вам нужно взять щепоточку соли, подойти к входной двери, открыть ее, бросить эту щепоточку соли за порог и сказать следующие слова. Дверь открыта,
Изобилие и достаток приглашаю, деньги зазываю в свой дом. Истинно да будет так. После этого дверь нужно закрыть и не открывать в течение получаса. Не самим выходить и стараться, чтобы никто не приходил. Если кто-то к вам придет, знайте, эти люди, к сожалению, завидуют вам. Поэтому это очень важно провести именно в то время, когда вы точно должны быть уверены, что никто к вам не придет. Это не касается членов семьи, с которыми вы проживаете в одном доме или квартире. Обращаем на это ваше внимание. Вот такой, друзья, с вами день 28 февраля. Пожалуйста, не забудьте прописать в комментариях «Я богата». Так вы сможете запустить финансовые потоки в свою жизнь уже прямо сейчас. Друзья, благодарим всех за донаты, благодарим за вашу поддержку. Нам она очень важна и приятна. Это нас мотивирует, это нас вдохновляет. Поэтому, если у вас есть желание поддержать нас, ссылка есть в описании. Переходите, и любая сумма нам будет приятна. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.